Приветствую всех любителей путешествий. В этом видео мы отправимся по удивительным нетуристическим тропам Малайзии и откроем для себя места, скрытые от глаз обычных туристов, далеко за пределами шумного Куала-Лумпура. Мое путешествие по Малайзии происходило на автомобиле, и я объехал страну по кругу севернее Куала-Лумпура. По пути я посетил природные и культурные локации, а также показал столицу с новой стороны. Прям очень и очень горячие источники, прям кипяток. И многие люди просто поливают себя, потому что купаться в них, принимать ванну, это, я не знаю, для сердца очень большая нагрузка. А я реально не выдерживаю эти горячие источники. Тут можно лягушку сварить. Поэтому вот так, если я вот так полежу минуты 3, то это надо скорую вызывать. Очень горячая вода, поэтому источники, ну разве что только обливаться. О, чуваки, реально жарко. Можно шарить. Далее мы двигались к парку светлячков. Мы сделали остановку, потому что увидели грандиозное сооружение, великолепный индийский храм. Там проходила особая церемония, корова была внутри храма, но, к сожалению, охранник довольно в агрессивной форме не разрешал снимать видео и делать фотографии. Я сейчас нахожусь в городе Куала-Селангор, и тут я буду смотреть светлячков. Стоимость очень большая, 20 евро, но это на 4 человека. Но так как я путешествую сам, мне пришлось самому арендовать целую вот такую лодку. Конечно, iPhone не сможет передать то, что увидят мои глаза. Это надо какие-то профессиональные фотики. Итак, друзья, мои впечатления. Такого я действительно не видел. Ты проезжаешь на лодке вдоль берега, там кусты и заросли, и эти заросли сверкают в сверчках, как будто это новогодние елки. То есть очень-очень много сверчков, как будто это ленточки со светодиодами. И это действие длится недолго, примерно полчаса. Под сами кусты мы заплыли, что я мог прикасаться к этим сверчкам. Далее мы посетили маяк на Малавати-Хилл с великолепными панорамными пейзажами. Но главной особенностью его были редкие обезьяны – серебристые лангуры. В отличие от обычных обезьян, которых можно встретить в Индонезии и Малайзии, этот вид животных очень дружелюбен и спокоен. Их могут кормить даже маленькие дети. Я лично держал за руку и кормил. И скажу, хотя это и развлечение для детей, я получил море удовольствия. А это наклонная башня, расположенная в городе Телук-Интан. Она построена в 1885 году как водонапорная башня, и постепенно из-за мягкости грунтов она наклонилась. Напоминает Пизамскую башню в Италии высотой 25,5 метров. Я сейчас нахожусь в водопаде под названием Лата-Искандар. В целом мы едем в Каролин Хайлендс посмотреть горы и чайные плантации. Дорога извилистая, довольно тяжелая, и по дороге есть вот такой водопад в джунглях. Очень красивый водопад, красивейший. Некоторые люди в нем купаются, хотя как для меня эта вода холодная. Но я думаю, в очень жаркий день она будет как никогда кстати, чтобы освежиться. Тут есть много разных фудкортов. Вход в водопад бесплатный, потому что он находится прямо на трассе. Сейчас я нахожусь на чайной плантации под названием Камерон Хайленд. Это вот такие красивые холмы, на них высажен чай. Смотрится очень красиво, особенно когда солнце встает и еще сохраняются тени и светлые участки. Вход сюда недорогой, 1 евро, и можно также заказать себе автобус и кататься на автобусике. Это стоит 3 евро. Регион довольно холодный. Ночью я
замерзал, поэтому гостиницу выбирайте очень внимательно, чтобы не замерзнуть. Но вообще очень классное, приятное место. Тут есть и бары, кафе, рестораны, и даже поликлиники есть. Такое рекреационное место для восстановления нервной системы. Территория этих холмов, этого горного места, была открыта Уильямом Камероном в 1885 году. Соответственно, и назвали этот курорт в его честь. И потом британцы развили его, сделав удобным местом для хайкинга. Тут есть лес моха, насадили тут всяких плантаций, лавандовых плантаций, клубничных плантаций. Тут очень много троп для хайкинга, и самое интересное — это лес из мха, мшиный лес. Также тут полно озер, и Камерон Хайлендс — это общее название региона. Это не единственная плантация, тут еще есть много других плантаций. Самая большая чайная плантация называется Бо, и она является самым крупным поставщиком чая, производителем в Малайзии. Также тут настроили много гольф-полей, гостиниц. Местами ощущаешь себя по дизайну гостиниц, который настроил, что ты находишься где-то в Австрии или в Альпах. Интересное место, развлечения найдет каждый, кто уединится с природой, хайкинг, кто хочет гольф, кто хочет оффроуд, здесь есть баги и тому подобное. Хорошее рекреационное место. Кроме того, чтобы выпить чая, настоятельно рекомендую попробовать клубнику на одной из множества клубничных ферм. Помимо клубники и чая, Камерон Хайленд содержит очень большое количество разных тематических развлекательных парков. Самые яркие из них — это Камерон Хайленд Флора Парк и лавандовый парк под названием Лавандер Гарден. На самом деле парков здесь очень большое количество. Клубничных ферм может быть 10, может более, но чтобы все посетить, вам понадобится, наверное, неделя. Поэтому я вам рекомендую самое интересное. Сейчас мы едем в лес под названием Мосси Форест, или лес с мхами. Это очень старый лес. Окружают нашу дорогу вот такие прекраснейшие виды. Так, друзья, нахожусь я на смотровой вышке Мосси Форест. Высота 2000 метров над уровнем моря. Такие красивые виды. Очень приятно тут находиться. Все красиво, тихо, спокойно. Высота 2000 метров. И сейчас я поднялся на вышку, на вершину под названием Пунчак Дуния. А вообще здесь есть вторая часть. Там находится военная база, поэтому на дроне тут летать запрещено, и шутить с этим не надо. И без гида туда тоже нельзя идти, потому что сказали, что тут есть дикие тигры, и многие люди, которые пошли нелегально, есть пару людей, которые в этом лесу не вернулись. Не знаю, запугали ли нас на кассе. А вообще вход стоит вообще-то $5 в этот лес моха или мховый лес. Прогуливаться по этому лесу очень легко, потому что сделаны такие деревянные дорожки. И добрались мы сюда, в эту гору, на литровой машине, поэтому в принципе нет ничего нереального. Итак, друзья, для всех любителей «Властелина колец» я нашел такую достопримечательность под названием Хоббитон. А это домик, собственно говоря, хоббитов. Очень интересная концепция. Взяли холм, по кругу его сделали городом для хоббитов и обсадили цветочками. Для детей самое то. Но, как для меня, сильно завишений прайс за таке удовольствие. Аж целих $8. 40 малазійських доларів за вхід – це дуже дорого. Максимальна вартість $15. Тому не переплачуйте. Це дуже маленьке та штучне. Ви навіть не зайдете в будиночок. Парк был построен, кстати, относительно недавно, 1 января 2024 года. Переночевав в городе Гуамусанги и посмотрев его грандиозную мечеть, мы двигались к морю. По дороге остановились, чтобы насладиться пейзажем великолепного озера Кенир, по которому существуют водные экскурсии на лодках.
Конечно, паблик-бот стоит 55 рингит. Все хотели нам продать спидбот, давали дезинформацию, но вот я дам точку, где находится паблик-бот, чтобы вы проехались дешево и не растратили час времени на то, чтобы найти, где находится паблик-бот. Остров довольно большой, напоминает мне острова Таиланда, но при этом здесь практически нет людей. Нету какого-то променад с рынком, с кафешками. Вот мы заселились в отель, пляж пустой. И самое главное развлечение этого острова — это, конечно же, снорклинг и дайвинг. И мы взяли тур на лодке, поездим вокруг 3 маленьких островов. Там будут и черепахи, и затопленные корабли, и акулы. Вот, в принципе, и все. За один день справимся. Если понравится, останемся, конечно, на дольше. Но в целом мне очень и очень остров нравится. Много пляжей, много дорогих отелей. Мы сняли отель на 4 за $50. По малазийским меркам это дорого. Но по меркам этого острова это дешево. Более того, на острове нет обычной присущей островам инфраструктуры, когда вы берете мотобайк и катаетесь по всему острову с пляжа на пляж, с водопада на водопад. Нет, здесь всего одна дорога из порта в конец пляжа, на этот пляж, и все. А все остальные резиденции вы сможете добраться только лишь на лодках. Поэтому, когда вы плывете, они заранее спрашивают, какой у вас резорт, чтобы вас на лодке сразу довезли в этот резорт. А в целом по этому курорту, да и по другим островам, да и по Лангкави, я скажу, что не сильно тут развит пляжный отдых. Не так много здесь экспатов, скорее всего их вообще здесь нет. И, наверное, 90 или 80% отдыхающих это местные малазийцы. Европейцев в гостинице я видел одну пару каких-то немцев и одну пару англичан. И все. И то они конкретно дайверы. То есть это люди, которые конкретно приезжают дайвить и знают, куда приезжают. А чтобы приезжать на пляжный отдых, типа заснорклить и всякие барчики, ресторанчики, тусовочки, тут такого, конечно же, нет. Малайзия страна мусульманская, страна строгих нравов, поэтому все вот так. Культурно и немного скучновато. Вот такая красивая зеркальная мечеть под названием Crystal Mosque. Похожих я еще не видел нигде. Украшены они светоотражающими панелями. Эта кристальная мечеть была открыта совсем недавно, в 2008 году. Отличается она своим современным дизайном, что придает ей уникального вида. Находится она в городе Куала-Терунган, поэтому если вы будете рядом, рекомендую обязательно ее посетить. После такого длительного путешествия мы вернулись в окрестности города Куала-Лумпур в городок Гентин Хайлендс. Я уже делал обзор об этом городе, когда снимал большое путешествие по Малайзии. Можете посмотреть предыдущее видео. В этот же раз мы приехали немного отдохнуть, потому что природа предполагает тишину и спокойствие. Гентин Хайлендс находится высоко в горах, окружен красивыми елками, лесами. И жилье довольно бюджетное, можно снять обалденные двухкомнатные апартаменты за $25 с бассейном на крыше. Но есть и минусы. Например, я отдохнуть тут не смог, потому что тут ночью орудует какая-то банда байкеров, и они на своих спортивных байках по этим крутым горным дорогам всю ночь шумят. Поэтому если у вас нет наушников с активным шумоподавлением или вы не можете спать в наушниках с активным шумоподавлением, я не рекомендую эту местность как для релаксации и отдыха.
Ну а теперь, друзья, я немного освещу пару интереснейших мест города Куала-Лумпур, которые я не осветил в предыдущем видео про большое путешествие по Малайзии. Первое и, на мой взгляд, интересное, я тут жил целую неделю, это индийский квартал. Тут живет и работает большое количество индийцев, они пооткрывали свои индийские магазины, рестораны, клубы, рынки, и ты ощущаешь себя, как будто ты не в Малайзии. И хотя Малайзия мультинациональное государство и Куала-Лумпур мультинациональный город, ты на одном пятачке можешь увидеть католические церкви, буддийские храмы, мечети, индийские храмы и все вместе намешано, все равно в этом квартале я ощущал, что ты находишься в какой-то монокультуре индийской. Как по мне, этот регион нужно посетить обязательно, потому что здесь очень много индийских столовых, и благодаря этим можно попробовать аутентичную индийскую еду, ресторанную, за сущие копейки, а также посмотреть или приобрести какой-нибудь оригинальный шмот. Ну и раз мы уже заговорили о еде, я хочу раскрыть последнюю локацию, это малазийская препечка. Естественно, она так не называется, это я по аналогии с нашей киевской препечкой, где сосиску запекают в тесте, назвал это место. Тут же запекают не сосиску, а фарш, он может быть куриный, он может быть говяжий, со всякими разными специями, луком, перчиком и тому подобное. Преподносится это под соусом, как будто это делают китайские мусульмане, потому что в Куала-Лумпур есть огромная доля китайского населения, но вот эти сакцентировали, что они мусульманские китайцы. И в принципе огромнейшая очередь, как у нас в Киеве, выстраивается, чтобы съесть сие чудо кулинарии. Стоит оно относительно недорого, всего лишь $1, но я, простояв в этой очереди, намучился и вам скажу, что сильно жирное, и поэтому я не рекомендую. Ну и на этом, друзья, я завершаю мое путешествие вокруг города Куала-Лумпур. Я надеюсь, показал вам Малайзию немного с другой стороны, не со стороны небоскребов, а со стороны обычных сельских жителей и природных сокровищ. Я надеюсь, мое видео вдохновит вас совершить данное путешествие, особенно если вы в Куала-Лумпур бывали уже много раз, но мое эго потешит ваши лайки и комментарии. Ярких вам путешествий!